Привет, друзья! Идея сделать подробный travel гид по Турции зрела давно, так как большинство видео на просторах интернета сводится к рассказу об одном-двух курортах и нескольких достопримечательностях, находящихся рядом, с подробным перечнем того, что съел автор и сколько он за это заплатил. Такой подход меня в корне не устраивает, и в этом выпуске я решил объять необъятное и показать вам всю Турцию, рассказав о каждом из 7 ее регионов. Посмотрев это видео, вы поймете, насколько прекрасна и разнообразна эта страна, что пляжи и курорты Турции – это лишь малая часть тех сокровищ, которые она приготовила для своих гостей. И если вы планируете поездку в Турцию, то, возможно, после просмотра этого видео в ваш персональный список добавится пара новых интересных локаций. Турция состоит из 7 регионов – Акдениз, Эгейский регион, Карадениз, Мраморно-Морский регион, Центральная Анатолия, Восточная Анатолия и Юго-Восточная Анатолия. В этом выпуске мы посетим каждый из них, узнаем их особенности и посмотрим на самые красивые места. Начнем с не самого популярного и заезженного туристами региона – Карадениз. Это Черноморский регион Турции, самый зеленый в стране. Его еще называют Турецкие Альпы. Он знаменит своими чайными плантациями, которые раскинулись в провинции Ризе. Большая часть турецкого чая, продающегося в стране, выращена именно здесь. Крупнейшие города региона – это Трабзон и Самсун. А самый красивый – город Амасия, раскинувшийся по обеим берегам реки с характерными домами в османском стиле и гробницами Понтийского царства, высеченными в скалах, окружающих город. Амасия признан одним из самых фотогеничных городов Турции. В первую очередь, Карадениз – это идеальное место для любителей природы и спокойного отдыха. Сюда приезжают за фантастическими видами и релаксом. Густые леса, туманные горы и альпийские плато – все это здесь. Итак, что тут смотреть? Горное плато Айдер – популярный туристический курорт, находящийся в 80 километрах от города Ризе. Расположен на высоте 1350 метров. Известен своими лечебными термальными источниками с температурой около 50 градусов, пышными лесами и кристально чистым воздухом. Озеро Узунгёль – это горное озеро, находится в 70 километрах от города Ризе, окружено густыми хвойными лесами и величественными Понтийскими горами. Место очень красивое. При желании можно остановиться здесь на несколько дней в одном из небольших местных отелей и насладиться природой сполна. Монастырь Панагия Сумила – это древний православный монастырь, высеченный в скале в далеком 386 году на высоте 1200 метров. Выглядит очень впечатляюще. Находится в 50 километрах от города Трабзон. Монастырь является одним из самых знаковых памятников византийского наследия с большим количеством хорошо сохранившихся фресок. Плато Хусер. Ради одной только этой красоты стоит приехать в Карадениз. Это высокогорное плато находится в 95 километрах от города Ризе на высоте около 2700 метров. В ясную погоду отсюда открываются умопомрачительные панорамные виды на горы национального парка Качкар, плато Айдер и долины Палакчур, Авусор и Каврун. А на восходе солнца, если повезет с погодой, вы увидите под ногами настоящее море из облаков. Плато Пакут – еще одно место силы для ценителей природы. Надо перезагрузиться? Приезжайте сюда на высоту 2000 метров и отдыхайте душой, глядя на эту красоту и наслаждаясь тишиной. Водопад Кирлевик – крупнейший каскадный водопад в регионе, высотой более 30 метров, находится в 180 километрах от города Эрзурум. Карадениз – это совсем другая Турция. По своей природе и атмосфере этот регион ближе к Кавказу. Да и кухня тут отличается. Вместо привычных для Турции кебабов здесь популярны кукурузный хлеб, мухлама и хамси. Это такой черноморский анчоус. А вы знали, что Турция крупнейший производитель фундука в мире? Тут выращивается почти 75% от всех мировых поставок этих орехов. Климат здесь очень благоприятный для этой культуры, и ореховые поля простираются вдоль всего побережья Турции. Так что можно сказать, что Турция – это главный спонсор нутеллы. Переносимся ближе к Греции, в Эгейский регион. Он расположен в западной части Турции, вдоль Эгейского моря, как раз напротив Греции. Этот регион считается самым европейским в стране, его предпочитают туристы из Англии, Германии и Нидерландов. Мягкий климат, пляжи с чистейшей бирюзовой водой, бело-синие домики и античные города. Здесь не так жарко, как в популярной Анталии, меньше массовых отелей, а соответственно и людей. Много виноделин и оливковых рощ. Крупнейшие города в этом регионе – Измир и Денизли. А самым красивым и уютным называют небольшой городок Алачаты.
На какие места стоит обратить внимание в Эгейском регионе? Памук-Кале – настоящее чудо природы, известен своими белоснежными травертиновыми террасами и термальными источниками. Белые каскады бассейнов образованы отложениями кальция, выпадающего из горячих минеральных источников, расположен в 15 километрах от города Денизли. Это место включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Поездку сюда можно совместить с посещением античного города Иераполиса, находящегося рядом. Голубая лагуна Алюденис – одно из красивейших мест на Эгейском побережье. Лагуна входит в число природных символов Турции и охраняется как национальный парк. Находится в 20 километрах от города Фетхие. Бирюзовая вода и горный амфитеатр вокруг делают этот пейзаж одним из самых красивых и фотографируемых в Турции. Неподалеку находится уютный пляж Кидрак и красивейшая бухта под названием Долина Бабочек. Здесь же начинается знаменитая Ликийская тропа, пешеходный маршрут вдоль древних ликийских поселений протяженностью 540 километров. Кстати, именно по ней шли Антон Птушкин и Юрий Дудь во время съемок своего интервью. Маршрут невероятно красивый, и для многих мечта пройти его полностью. Он начинается в Фетхие и заканчивается рядом с Анталией. Каньон Саклыкент – один из самых глубоких в Турции. Известен своими крутыми отвесными стенами и прохладной горной водой, столь желанной в летнюю жару. Популярен у туристов как освежающий кондиционер, по которому можно прогуляться, а при желании и искупаться. Находится в 40 километрах от города Фетхие. Эфес – самый популярный у туристов античный город в Турции. Ежегодно его посещает более 1,5 миллиона человек. Это один из самых хорошо сохранившихся античных комплексов, объект всемирного наследия ЮНЕСКО и символ культурного наследия эллинистического и римского миров. Храм Артемиды, библиотека Цельса, Великий театр, улица Куретов, мощенная мрамором. Эфес буквально погружает вас в атмосферу античности, предлагая возможность пройтись по тем же улицам, где когда-то ходили жители Древней Греции и Древнего Рима. Бодрум – популярный курорт в провинции Мугла, известен белоснежными домиками в греческом стиле и яркой ночной жизнью. Считается одним из самых пафосных и дорогих курортов Турции. Расположен напротив греческого острова Кос, куда, кстати, можно доплыть на пароме всего за полчаса, если, конечно, у вас есть шенгенская виза. Главная достопримечательность – замок Святого Петра. История про троянского коня вам знакома? Эти события происходили здесь, на территории современной Турции. Разумеется, тогда еще не было никакой Турции, она появилась гораздо позже. А сам город Троя, вернее его руины, до сих пор существует, и на него можно посмотреть. Находится он в 300 километрах от Измира, на холме Гиссарлык. От Стамбула ехать примерно столько же. Между прочим, город Троя был основан более 5000 лет назад. Здесь же расположен исторический музей, посвященный Трое, и модель того самого троянского коня в натуральную величину. Не такой уж он, кстати, и большой, и как они уместили туда столько солдат, чтобы завоевать весь город, не понимаю. Кстати, легендарный фильм «Троя» с Брэдом Питтом, думаю, многие из вас его смотрели, снимался здесь, в Турции, и после съемок того самого троянского коня, который участвовал в фильме, съемочная группа подарила местным властям. Те с благодарностью коня приняли и выделили ему почетное место на площади в городе Чанак-Кале, где он и стоит до сих пор. Мармарис – курорт, расположившийся в красивой бухте, окруженный горами и сосновыми лесами. Главная достопримечательность – замок Мармариса. Мармарис также считается одним из ведущих центров яхтинга в регионе. Кстати, отсюда тоже легко добраться до Греции, а именно до острова Родос. 1,5 часа на пароме и вы там. Афродисиас – этот античный город был важным центром культа богини Афродиты, также внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Для ценителей античной истории место шикарное, правда находится далековато от побережья, если ехать от Мармариса, то путь составит 160 километров. А вы знали, что в Турции находятся 2 из 7 чудес света античного мира? Это храм Артемиды в Эфесе и Галикарнасский мавзолей в Бодруме. Причем оба расположены в Эгейском регионе Турции. Едем дальше, в центр страны, и следующий наш регион – это Центральная Анатолия. Центральная Анатолия – это сердце Турции, большой платообразный регион с солончаками и вулканами. Он отличается континентальным климатом, степями и уникальными природными ландшафтами. Ставшая очень популярной в последние годы Каппадокия находится именно здесь.
Крупнейшие города в Центральной Анатолии – это Конья и Анкара, столица Турции. Хотя многие почему-то думают, что столица Турции – Стамбул. Это заблуждение. Столица Турции – Анкара, и находится она почти в центре страны, в отдалении от главных туристических потоков. Самый красивый город в регионе – это Кайсери, расположившийся у подножия вулкана Эрджиес. Эрджиес – это потухший стратовулкан и крупнейшая гора в Центральной Анатолии. Его высота 3917 метров. Он является популярным туристическим направлением для горнолыжников, сноубордистов и альпинистов. Здесь есть горнолыжный курорт с современными подъемниками и трассами различной сложности. Ну а в теплое время года Эрджиес популярен у любителей походов и маунтинбайка. Давайте теперь посмотрим на самые красивые и интересные места Центральной Анатолии. Национальный парк Гюреме расположен в провинции Каппадокия. Ближайший аэропорт находится в городе Невшехир. Большинство туристов прилетают туда и из Невшехира на трансфере или такси добираются до городка Гюреме. Ехать недалеко, около 15 километров. Гюреме – это то самое место, где можно увидеть поистине магическое зрелище. Около сотни воздушных шаров одновременно поднимаются на рассвете в небо, вызывая восторженные возгласы туристов. Если вы приехали сюда за этим, то селиться лучше всего в городке Гюреме, который расположен прямо на территории нацпарка. Здесь есть множество отелей, обустроенных открытыми террасами специально для того, чтобы гости могли, выйдя из номера, наблюдать за летающими шарами. К тому же номера в большинстве отелей аутентичные и выдолблены прямо в скалах, состоящих из мягкого вулканического туфа. В таких номерах очень атмосферно, и ты по-настоящему ощущаешь себя древним жителем. Воздушные шары, кстати, летают не каждый день. Если погода не подходящая, полеты отменяются. Поэтому, чтобы наверняка увидеть это мероприятие или поучаствовать в нем, планируйте пробыть в Гюреме хотя бы несколько дней. Вдруг некоторые из них окажутся нелетными. Да и помимо шаров здесь есть чем заняться. Вот несколько уникальных достопримечательностей, которые точно не оставят вас равнодушными. Всего в 5 километрах от Гюреме находится Долина Любви. Это природное ущелье, известное своими необычными скальными образованиями, напоминающими по форме... Давайте так, пусть это будут грибы. Напоминающими по форме грибы. Это одна из самых популярных туристических локаций в нацпарке. Очень красиво, очень необычно, обязательно к посещению. Долина Рос – еще одна живописная долина, находящаяся всего в 3 километрах от Гюреме. Она знаменита своими вулканическими скалами розового цвета и древними пещерными городами. Скалы здесь, кстати, не только розовые, но и белые, зеленые, а есть даже слоистые и многоцветные. Идеальное место для прогулок и разглядывания причудливых скальных формирований и выдолбленных в этих скалах древних жилищ. Красная долина – это какой-то невероятный марсианский пейзаж. Расположена в 6 километрах от Гюреме, знаменита, как вы уже догадались, своими красными скалами. Красная долина считается одним из лучших мест для пеших прогулок и встреч закатов. На закате солнца эти скалы буквально горят алым цветом. Красота невероятная. Вдоль каньона есть пешая тропа на несколько километров. Прогуливаясь по ней, не покидает ощущение, что ты оказался где-то на Диком Западе. Окружающий ландшафт и цветовая палитра скал очень напоминают сцены из американских вестернов. Крепость Учхисар – фортификационный комплекс в скале с множеством помещений и коридоров, созданный руками человека. Это самая высокая смотровая точка в Каппадокии. Крепость выполняла роль оборонительного сооружения в период римлян, затем византийцев, ну а с конца XIV века хозяевами цитадели стали турки. В XV веке в помещениях, вырубленных в скалах Учхисара, проживало около 3000 человек. Находится в 5 километрах от Гюреме. Это самые красивые и популярные места в национальном парке, их стоит посетить обязательно. Как вы видите, все они расположены недалеко от городка Гюреме, но в разных местах, поэтому лучше взять машину в аренду, так будет гораздо удобнее и быстрее. Что еще интересного есть в этом регионе? Озеро Туз, соленое бесточное озеро, находится в 100 километрах от города Конья. Это второе по площади озеро в Турции, его размеры 80 на 50 километров. Но самое интересное, что при таких огромных размерах его средняя глубина всего 1 метр.
Озеро очень соленое, и на нем добывают порядка 70% от всей соли, потребляемой Турцией. Здесь можно встретить розовых фламинго. Но есть нюанс. Почти весь год вода в озере обычного цвета, а вот свой знаменитый розовый оттенок, который так нравится туристам, вода приобретает только в летний период. Когда температура воздуха и концентрация соли в воде достигает своего пика, водоросли, обитающие в озере, начинают интенсивно вырабатывать красный пигмент – бета-каротин. Это естественный краситель служит им защитой от агрессивного солнечного света. Так что если вы хотите увидеть озеро в его самом фотогеничном виде, выбирайте для посещения июль или август. Но учтите, что будет жарко. Музей Мевляны – одно из самых интересных с точки зрения архитектуры исторических зданий в Центральной Анатолии с необычным куполом бирюзового цвета. Это музей и гробница поэта Суфия Джалаладдина Руми. Здание было построено в XIII веке. Музей содержит богатую коллекцию реликвий ордена Мевлеви, тех самых вращающихся дервишей, и рассказывает о культуре суфиев. Между прочим, этот музей второй по посещаемости в Турции после дворца Топкапы в Стамбуле. Ежегодно он принимает более 2 миллионов человек. Находится в городе Конья. Долина Ихлара – природное ущелье вулканического происхождения в 80 километрах от Гюреме. Долина известна не только своими зелеными оазисами вдоль реки Мелиндис. Здесь также находится более 50 высеченных в скале древних христианских храмов и множество других помещений. Ну, как вам Центральная Анатолия? Согласитесь, это совсем не та Турция, что на побережье. Кстати, думаю, нет такого человека, который был в Турции и не видел эту штуку. Это самый популярный сувенир в стране. Называется он Назар Банджу, что в переводе «бусина от сглаза». Это традиционный турецкий амулет. Представляет собой стеклянный глаз, который считается защитой от сглаза, зависти и негативной энергии. В турецкой культуре такие амулеты вешают в домах, машинах, носят в виде украшений или брелоков. Возвращаемся к морю, но теперь уже к Средиземному. Регион Акдениз, средиземноморский регион Турции, самый популярный у туристов. Знаменит самой длинной курортной линией в стране, системой all-inclusive, древними городами и жарким средиземноморским климатом. Крупнейшие города в этом регионе – Адана и Анталия. А самым красивым считается город Каш, расположенный в потрясающем месте среди голубых бухт и зеленых гор. Итак, что смотреть в Акденизе? Сразу скажу, что заезженную Анталию рассматривать не будем. Город-миллионник по определению не может подходить для хорошего отдыха, ну а тем более, если это отдых пляжный. Единственное, на что стоит обратить внимание, если уж вы оказались в Анталии, это уникальные дюдинские водопады, мощным потоком впадающие в море. Зрелище очень эффектное. А вот более миниатюрная и уютная соседка Анталии, Алания, вполне себе подойдет. Удобные для прогулок набережные, знаменитый пляж Клеопатра с белым песком и чистой водой, ну и, конечно, крепость Алании, возвышающаяся на вершине мыса Джилварда. Это настоящий символ города. На нее можно подняться как пешком, так и на канатной дороге. Сверху открываются очень красивые панорамы на город, море и порт Алании. А на закате мыс приобретает живописные красные оттенки. И, кстати, обязательно попробуйте фирменный балык-экмек в порту Алании рядом с Красной башней. Он тут потрясающий. Каньон Гейнюк расположен всего в 10 километрах от Кемера, у подножия Таврских гор. Чистая бирюзовая вода, узкие скалистые проходы, зеленые склоны и водопады. Отличное место, чтобы насладиться красотой природы, освежиться и отдохнуть от жары. Сиде – это город-курорт и археологический памятник одновременно. Очень удобно, и в море накупаетесь, и на античность насмотритесь. Все в одном месте. Почему-то именно этот курорт очень популярен у немцев. Наверное, потому что они ребята практичные и тоже любят, когда все и сразу в одном месте. Сиде – город очень древний. Он был основан в 7 веке до нашей эры греческими поселенцами. Античный город сохранился неплохо. Храм Аполлона, амфитеатр, каменная улица, агоры и множество мелких фрагментов. Кстати, у меня есть второй канал, на котором уже есть подробные видео о Сиде, Алании и не только, поэтому если интересно, переходите, смотрите, ссылку оставил в описании. Гора Тахталы – это самая высокая гора на всем Анталийском побережье. Ее высота 2365 метров. Одна из главных природных достопримечательностей в районе Кемера. На Тахталы можно подняться на канатной дороге. Также на нее совершают пешие подъемы в составе прохождения Ликийской тропы.
Пляж Капуташ – один из самых красивых пляжей в Турции, расположен у подножия крутых известняковых скал между курортами Каш и Калкан. Пляж с ярко-бирюзовой и кристально чистой водой. Капуташ очень популярен как у туристов, так и у местных. Он считается символом природной красоты турецкой ривьеры. Олимп, древний город, спрятавшийся среди зелени, был одним из важнейших городов Ликийского союза. Эти места привлекают туристов сочетанием античного наследия, природных красот и атмосферы релакса. В окрестностях есть небольшие отели, хостелы и даже деревянные дома на деревьях. Это место стало символом спокойного отдыха. Здесь популярны экотуризм, пешие походы, дайвинг, ну и, конечно же, отдых на малолюдных пляжах. Совсем рядом, в пешей доступности, находится удивительный природный феномен – гора Янарташ. Горящая гора знаменита тем, что на одном из ее склонов постоянно выделяется природный газ. Это обычный метан с примесью вещества, которое загорается на открытом воздухе. Таких природных факелов тут несколько десятков. Это место было известно с глубокой древности, и, как утверждают, газ горит здесь уже несколько тысяч лет. По легенде, греческий герой Белерафонт побеждает огнедышащее чудовище Химеру и закапывает ее на этом месте, а выходящие из-под земли огни – это ее дыхание. Патара – пляж с мелким золотистым песком и практически нетронутой природой. Он является местом гнездования морских черепах, и его территория охраняется государством. В ночное время вход на пляж ограничен для защиты фауны. Когда-то здесь находился Ликийский порт, ну а теперь это один из самых протяженных пляжей турецкого Средиземноморья, сочетающий уникальную экосистему дюн и руины античного города, находящиеся неподалеку. Протяженность этого пляжа 18 километров. Калкан – небольшой курорт в 30 километрах от города Каш, расположен в очень живописном месте среди гор и в окружении островов. Отдых здесь спокойный, крупных отелей нет, в основном бутик-отели и частные виллы. Правда, стоимость отдыха здесь выше, чем на соседних курортах. Этот курорт очень популярен у англичан. Аспендос – античный город с самым хорошо сохранившимся римским театром, построенным при императоре Марке Аврелии. Он отличается выдающейся акустикой и почти полностью сохранившейся сценической стеной. Театр Аспендоса действующий и используется для проведения культурных мероприятий, фестивалей и оперных концертов. Из интересного, у многих людей появление кофе ассоциируется с Европой, но это заблуждение. Впервые кофе в Европу привезли из Османской империи в 17 веке. В то время как турки пили его уже давным-давно, в Европе ничего не знали об этом напитке. И, кстати, первая кофейня как общественное место тоже появилась в Турции, а именно в Стамбуле. Ну а мы едем дальше, в регион Юго-Восточная Анатолия, пожалуй, самый самобытный регион Турции. Он граничит с Сирией и Ираком и считается колыбелью древнейших цивилизаций Месопотамии. Крупнейшие города в этом регионе – Газиантеп, гастрономическая столица Турции и родина знаменитой пахлавы. И Шанлы-Урфа, религиозный центр Турции, его называют городом пророков. А самым красивым бесспорно является Мардин, город из медового камня, расположенный на холме с видом на Месопотамскую равнину. Юго-Восточная Анатолия – регион специфичный, туристов сюда приезжает гораздо меньше, чем в остальную Турцию. Собственно, этим он и интересен, потому что из-за низкого турпотока о его достопримечательностях известно мало, и сейчас я вам о них расскажу. Гора Немрут – один из самых выдающихся археологических памятников в регионе. Известно как святилище царя Антиоха. Объект был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 1987 году и является символом эллинистического наследия. Это место объединяло персидскую и греческую культуры, символизируя слияние Востока и Запада. Комплекс включает в себя огромный курган и террасы с большими статуями высотой до 9 метров и их элементами. Долина Халфити расположена на берегах реки Евфрат. Здесь находится древний полузатопленный город с домами и минаретами, выступающими из воды. Долина известна еще и тем, что здесь растет уникальный сорт черных роз, которые цветут исключительно в условиях местной почвы и климата. Гёбекли-Тепе – это храмовый комплекс на Армянском Нагорье в верховьях реки Евфрат. Место сверхвыдающееся. На сегодняшний день он является самым старым археологическим объектом в мире. Датируется примерно 9600 годом до нашей эры, то есть ему почти 12 тысяч лет. Даже египетским пирамидам, а это одни из самых старых археологических объектов на Земле, всего около 4700 лет. Гёбекли-Тепе состоит из каменных сооружений с массивными Т-образными столбами, которые достигают 5 метров в высоту и весят до 20 тонн.
На многих из них изображены различные животные и птицы, видимо исполнявшие роль какого-то культа. Раскопки продолжаются до сих пор, и чтобы памятник не пострадал, над ним был создан современный навес. Каньон Дара – природная достопримечательность в 30 километрах от Мардина, представляет собой ущелье с древними византийскими строениями. Вдоль каньона расположены вырубленные в скалах пещеры и гробницы, что придает местности особый колорит. Здесь сохранились мосты, водопровод и подземные резервуары, которые пока лишь частично откопаны археологами. Харан – это одно из старейших непрерывно заселенных мест на Земле. Оно упоминается в библейских, ассирийских и исламских источниках. Возраст поселения около 6000 лет. Ценен для археологов и туристов своей уникальной глинобитной архитектурой. Ульеобразные дома Харана – это интересный пример традиционной постройки, обеспечивающий за счет своей формы прохладу внутри даже в самом жарком климате. Юго-восточная Анатолия – это нетипичная Турция. Здесь очень сильно ощущается влияние Месопотамии, арабских и курдских традиций. И даже кухня здесь другая, самая пряная и насыщенная во всей Турции. А сладости, приготовленные в этом регионе, считаются самыми вкусными в стране. Пересекаем всю страну и возвращаемся к морю, уже 4-му. Да, в этом плане Турция уникальная страна и окружена сразу 4 морями – Средиземным, Эгейским, Черным и Мраморным. Итак, Мраморно-Морский регион, или Мармара, находится на северо-западе Турции. Это самый густонаселенный, урбанизированный и экономически развитый регион в стране. Здесь находятся важнейшие проливы: Босфор, соединяющий Черное море с Мраморным, и Дарданеллы, соединяющий Мраморное море с Эгейским. Крупнейшие города в этом регионе – красавец Стамбул и Бурса, первая столица Османской империи, город, раскинувшийся у подножия хребта Улудак. А самым красивым считается Эдирне, город очень гармоничный, с европейской атмосферой и цельной архитектурой. Находится недалеко от границы с Болгарией, а его главная достопримечательность – это грандиозная мечеть Селимия, построенная в 16 веке и включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы наверняка слышали, что географически Турция находится и в Европе, и в Азии. Но важно уточнить, всего 3% территории страны находится в Европе, вся остальная часть – азиатская. А вот пролив Босфор в Стамбуле в прямом смысле географически делит город на 2 части. И большая часть самых популярных туристических достопримечательностей находится в районах Фатих и Бейоглу, которые расположены в европейской части города, а менее популярные Кадыкёй и Ускюдар в азиатской части Стамбула. Всего лишь перейдя мост через Босфор, можно оказаться на другом континенте. В этом роде Стамбул уникальный город и единственный в мире, расположенный сразу на 2 континентах. Кстати, на этом канале уже есть подробное видео о Стамбуле, и если интересно, можете его посмотреть. Ссылку оставлю в описании. Гора Улудак – высшая точка Западной Турции и доминирующая природная достопримечательность в провинции Бурса. Входит в состав одноименного национального парка. На склонах горы расположился современный горнолыжный курорт, один из самых популярных в Турции, с десятками трасс и множеством отелей. Летом же это настоящая мекка для любителей походов и отдыха на природе. А канатная дорога, связывающая Бурсу с Улудагом, считается одной из самых длинных в Европе. Принцевы острова – архипелаг из 9 островов в Мраморном море, недалеко от Стамбула. В византийский период острова служили местом ссылки принцев и знатных особ, что и дало им название. Известны своими пляжами, сосновыми лесами и особняками конца XIX века. Принцевы острова являются популярным направлением не только для туристов, но и для местных жителей, желающих отдохнуть от городской суеты и насладиться тишиной. Национальный парк пойменных лесов Игниады – уникальный природный заповедник, расположенный недалеко от побережья Черного моря. Это один из крупнейших участков лангозных лесов в Европе, отличающийся высокой биоразнообразностью и важной экологической ролью. Лангозные леса формируются за счет сезонного затопления рек, создающего богатые почвы и обилие влаги, что способствует развитию уникальной фауны. Лангозы служат убежищем для более чем 200 видов птиц и считаются критически важной природной зоной, ну и, конечно же, очень красивым местом для прогулок. Каньон Сакария – красивый природный каньон, образованный одноименной рекой. Известен своими крутыми скалами и густой растительностью, популярен среди любителей активного отдыха и экотуризма. Для посетителей оборудованы пешие тропы и смотровые площадки.
Ну что ж, отправляемся в последний, 7-й регион Турции. Восточная Анатолия. Это самый большой по площади, но при этом самый малонаселенный турецкий регион. Он граничит сразу с 5 странами – Грузией, Арменией, Азербайджаном, Ираком и Ираном. Это самая дикая и аутентичная Турция. Здесь находятся самые высокие горы в стране. Зимы тут суровые, много озер и древних армянских и сельджукских памятников. Крупнейшие города – это Ван, расположенный на берегу одноименного озера, знаменит историческим армянским наследием. И Эрзурум считается центром зимних видов спорта в Турции. Здесь находится один из крупнейших горнолыжных курортов – Паландакин. А самым красивым городом в регионе признан Карс, выделяющийся своей богатой историей и архитектурными памятниками разных эпох. Итак, самые интересные места Восточной Анатолии. Гора Арарат – потухший стратовулкан и самая высокая гора в Турции, расположена у границ с Арменией и Ираном. Несмотря на то, что гора находится на территории Турции, она до сих пор остается важнейшим культурным и религиозным символом Армении и изображена на ее гербе. Согласно библейскому писанию, именно на горе Арарат Ной остановил свой ковчег после всемирного потопа, поэтому Арарат считается колыбелью человечества и священной вершиной. Озеро Ван – самое большое озеро в Турции, его длина 120 километров, а ширина около 80. Представляет собой остаток древнего вулканического озера и отличается высокой щелочностью воды. В нем обитает эндемичный вид рыбы – жемчужная кефаль, которая смогла адаптироваться к высокощелочной воде озера. Это единственный вид рыбы, обитающий в таком огромном озере. Долина Мунзур – очень красивая горная долина с панорамными пейзажами, чистыми источниками и большим биоразнообразием. Долина Мунзур лежит между хребтами Мунзурских гор, являющихся частью Восточного Тавра. Она считается одной из самых нетронутых экосистем Турции. Ани – археологический памятник средневекового армянского города, находится у границы с Арменией. В XI веке он был столицей Багратитского армянского царства и одним из крупнейших городов региона, известным как город 1001 церкви. Здесь сохранились выдающиеся образцы армянской архитектуры – собор Ани, церковь Святого Григория и церковь Спасителя. Водопад Мурадия находится в 80 километрах от города Ван. За впечатляющие виды и доступность круглый год стал одной из самых популярных природных достопримечательностей. Водопад расположен на участке, где река протекает через лавовое образование древних вулканов, что придает каскадам необычную форму. Дворец Исхак-Паши – это грандиозный дворцово-крепостной комплекс XVIII века, расположен в 30 километрах от горы Арарат, недалеко от границы с Ираном. Он считается одним из выдающихся образцов османской архитектуры в сочетании с персидскими, армянскими и сельджукскими мотивами. Комплекс построен на горном плато с видом на Арарат, а главный фасад украшен изысканной каменной резьбой. Паландакин – горнолыжный курорт, расположенный на одноименной горе, рядом с городом Эрзурум. Благодаря континентальному климату региона здесь всегда выпадает обильный и сухой снег, что обеспечивает отличное качество трасс и длительный сезон катания. Курорт предлагает более 40 километров оборудованных трасс различной сложности, а самый длинный спуск протяженностью около 12 километров. Как вы теперь знаете, Турция – это далеко не только Стамбул, курорты все включено, и Каппадокия. В стране огромное количество красивых, интересных и даже уникальных мест. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Признаюсь, это была сложная работа, поэтому буду очень благодарен за ваше мнение в виде комментариев, лайки, отправку этого видео вашим друзьям и близким. Поверьте, это очень важно и мотивирует меня как автора продолжать этим заниматься. Спасибо за просмотр и увидимся в новой стране.